Бизнес-класс на Столице FM. Для лиц старше 16 лет. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Столица FM Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня будем обсуждать замечательную тему, ну и я бы даже сказал, несколько парадоксальную, может быть, на первый взгляд, потому что мы сегодня попытаемся с моим уважаемым гостем определить взаимосвязи между бизнесом и творчеством и бизнесом. Можно ли, занимаясь искусством, занимаясь творческими процессами, тем не менее, еще и деньги зарабатывать хотелось бы, конечно, чтобы было так. Ну, квалифицированный ответ мне даст мой уважаемый гость. С удовольствием представляю сегодня в студии Боб Ван Ронкель, известный голливудский продюсер, президент Академии актерского мастерства Doors to Hollywood. Боб, добрый день. Привет. Привет. Как дела, наверное, стоит спросить? Прекрасно, спасибо. Замечательно. Валер, мы уже, видишь, по-русски начали разговаривать, может быть. Ну что ж, Боб, первый вопрос. Взаимосвязь эту между творчеством и бизнесом, да, мы в процессе всего нашего разговора, я думаю, определим. Давайте мы начнем, ну, наверное, с традиционного ваш адрес вопроса. Что в Россию вас привело? Почему вы здесь? In 1998, I was asked by a Russian producer if I could bring a Hollywood studio to meet Mayor Lushkov to discuss building multiplex cinemas in 1998. В 1998 году знакомый мой, который на тот момент являлся продюсером в России, кинопродюсером в России, попросил меня привести глав одной из студий голливудских в Россию для того, чтобы они могли встретиться с мэром на тот момент Москвы Лужковым для обсуждения постройки кинотеатров мультиплекс. So I convinced the heads of Warner Brothers to come to Russia with me, and that was my first trip, bringing them to meet Lushkov. There was a big press conference. Lushkov announced that there would be a partnership between Warner Brothers and the Moscow government, and we would build big 10-screen Warner Brothers multiplexes in Moscow. В принципе, в тот момент я договорился с Warner Brothers, и главы этой студии приехали в Москву, встретились с Лужковым, подписали тогда соглашение о партнерстве и решили строить кинотеатры, в которых будет по меньшей мере 10 кинотеатров в каждом. And we came back a second time later that year, met with the heads of Sistema, who were involved in helping us to decide which piece of land we'd build the first multiplex. Everything was great. We were ready to go. And then the financial crisis in 1998 hit Russia, and that stopped our deal from going forward. Позже, в тот же год, мы вернулись и встречались с главами компании «Система», которые на тот момент нам помогали с поиском земли под строительство данных кинотеатров. Но, к сожалению, момент не самый подходящий был, потому что случился финансовый известный кризис, и, естественно, пришлось немножко подкорректировать свои планы. Да, насколько сильно они подкорректировались? Вы что, перенесли время или вы просто немножко в аппетитах своих уменьшились? Я так понимаю, что непосредственно задача, бизнес-задача со временем все же была решена. How did it actually change your plans? Did you have to postpone the building of the cinemas, or did you have to kind of lower your appetites? I mean, did it actually ever happen? Yeah, what happened was that the Moscow government didn't have their half of the money to invest, and Warner Brothers, being a public company, got very nervous, and being a public company decided that unless the Moscow government was ready to put up their share of the money, Warner Brothers wasn't ready to make the move to Russia at that time. So the deal never happened, and I thought that would be my last trip to Russia, and until I got a call a month or two later from the Moscow Film Festival, Renat Davletara, working for Nikita Mikhalkov, and asked me if I could bring a Hollywood star to the Moscow Film Festival in 1999. На самом деле ничего, к сожалению, не произошло. Сделка остановилась по той простой причине, что правительство Москвы очень долгое время не желало внести свой финансовый вклад в строительство мультиплекса. И, естественно, Warner Brothers со временем просто-напросто устали и перестали ждать, отказались от этой сделки. Я, на самом деле, не рассчитывал больше возвращаться в Россию. Я планировал вернуться обратно, но мне поступил звонок от
моего близкого на сегодняшний день друга Рената Давлетярова, который работает у Никиты Михалкова, и он попросил меня поработать с ними над Московским кинофестивалем. А вот это уже, смотрите, мы от некого делового приглашения, от делового сотрудничества приходим к процессу творческому. В качестве кого приглашал Давлетьяров работать на фестивале? Well, because the newspapers had written that I was there, Warner Brothers was there with the producer, Bob Van Ronkel. They had heard about me from someone in the Moscow government, and they figured as a producer who brought Warner Brothers, I was someone they could contact in 1998, 1999, who would possibly be able to bring a Hollywood actor, since I was a so-called Hollywood producer at that time. It was very in the beginning for me getting into producing. Обо мне сразу в то время начали много писать, и СМИ, в принципе, обо мне узнали, интервью какие-то поступали. Поэтому они просто-напросто решили, что я, наверное, на тот момент являюсь тем самым человеком, который может иметь прямой доступ к Голливуду и, соответственно, к звездам. И так как я умудрился привести глав Warner Brothers. Понятно. То есть вас увидели такой, если быть корректным, да, такой способ связаться с этим самым волшебным миром Голливуда, таким мостиком. Yes, that was how they looked at me, and I got lucky. At that time, I had only produced 2 films and really wasn't into the business that much yet, but I happen to know only a few actors, and in 30 days I was able to convince actor Martin Landau, who had just won an Academy Award for a movie with Johnny Depp called Ed Wood that he had just finished. And Martin came with me as the celebrity guest of the Moscow International Film Festival in 1999. Мне, на самом деле, я считаю, очень повезло по той простой причине, что на тот момент у меня было только 2 фильма в моем послужном списке, поэтому я даже не являлся как продюсером голливудским, как таковым. Но я общался с Мартином Ландау, который на тот момент снялся в фильме с Джонни Деппом у Элла Вуда, и я уговорил его приехать на Московский кинофестиваль. С этого, в принципе, все и началось. Ну и вот с этого все началось, как сказал только что Боб. Давайте тогда продолжать. И что же, собственно, по крайней мере, в ваших ожиданиях рождало, в вашей голове успешный, вот этот вот момент, связанный с кинофестивалем, он миновал. И дальше, я так предполагаю, у вас какие-то возникали планы, потому что в России вам по какой-то причине понравилось, видимо, или вы видели какое-то развитие. Yeah, I had grown up in Beverly Hills and lived there pretty much all my life. And the thought of ever, going to Russia, I never dreamed of it. So after the first 2 trips coming with Warner Brothers and seeing just how great the architecture was, how great the people were, how much culture and how much opportunity, I mean, my head started spinning and me looking for ways that I could potentially work in Russia. What opportunities could I find and create to work in Russia? And the Moscow Film Festival was the first one, and I was trying to figure how I could leverage this opportunity to be able to spend more time and do more business in Russia. Я вырос в Беверли-Хиллз и прожил там всю жизнь. В Россию я, естественно, не планировал переезжать. Но после вот этих 2 поездок в Москву, в Россию с Warner Brothers, я просто увидел огромное количество возможностей, я увидел огромное количество потенциала. Я чувствовал вот эту культурную энергетику повсюду. И фестиваль, Московский кинофестиваль, наверное, вот был той первой ступенью, которая приблизила меня к совершению каких-то планов, достижению чего-то. So then because I brought Martin Landau, they had such a good festival. Renat Davletara asked me if I could be a consultant for the festival, the next festival, which was in 2000. I was able to bring Sherry Lansing, who was president of Paramount Studio, Billy Friedkin, who was a big Hollywood director, E-Television, and a few others to that festival, which then got more attention and more publicity,
giving me an opportunity to come back as their consultant again in 2001. Так как я привез Мартина Ландау, и фестиваль получился просто прекрасен, естественно, Ренат Влетяров пригласил меня в качестве консультанта и на следующий год, на 2000-й. Туда я уже привез Шерри Ленсинга, который являлся достаточно известной персоной в Голливуде, Билли Фрикки, который является достаточно уважаемым и известным режиссером, также голливудским. Все это привлекло много внимания, и мне предложили стать консультантом еще и на следующий год, в 2001 году. Здорово. Боб, огромное спасибо. Давайте прервемся, послушаем новости на Столице ФМ и потом вернемся в студию. Бизнес-класс на Столице ФМ. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Столице ФМ. Сегодня говорим о творчестве и о бизнесе, как две эти вещи несовместные на первый взгляд, может, тем не менее, сосуществовать, и получает человек и удовольствие, и некий, наверняка, финансовый результат. И еще раз напомню, у меня в гостях сегодня Боб Ван Ронкель, известный голливудский продюсер, президент Академии актерского мастерства Doors to Hollywood. И сразу же, наверное, вполне резонно задать следующий вопрос. А когда пришла мысль, Боб, о создании этой самой академии? Если я правильно понимаю, все-таки поправьте меня в случае, если я ошибусь, пока что, вот исходя из ваших рассказов, да, пока что вам предлагают принимать участие в создании неких мероприятий, все же, да, имеющих отношение к кино, к творчеству, но тем не менее вы выступаете все-таки в роли продюсера прежде всего, да? А когда вот вы переориентируетесь на некую творческую такую миссию и в конечном итоге создаете академию? Well, after over the last 10 years, after having a lot of success bringing actors to the Moscow Film Festival and Odessa Film Festival and Astana Action Film Festival, Eurasia Film Festival, and many others, I started producing some movies in Russia. I think I produced four here, and started to do a number of other events, brought over 100 actors and bands. And after 10 years, a number of people in the Russian government that were friends and in the media said to me that I brought so much Hollywood culture to Russia. Why aren't I helping Russia by taking Russian culture back to Hollywood? Я в течение 10 лет привозил звезд на фестивали, как и на Московский кинофестиваль, Одесский джазовый фестиваль, фестиваль Евразия, Астана. Я за это время продюсировал 4 фильма в России, привез больше 100 актеров, музыкантов. Сами понимаете, что у меня огромное количество друзей в этой сфере, и многие из них несколько лет подряд меня спрашивают: если ты привозишь столько культуры к нам в Россию, почему бы тебе не попробовать возить нашу культуру туда, на Запад? So I started trying to think how I could do this, and since most of my background is film and television, I started talking to many different producer, director, actor friends in Hollywood, and in talking to them, many of them said the best way to bring Russian culture to Hollywood for me is to bring Russian actors and help them work in Hollywood films. And the best way to do this would be to train them how to work in today's film and television in Hollywood and help them to speak really good English and have accent reduction, so I could help give them the opportunity to work in Hollywood films and many international films. And that's what started this idea. How do I put together an academy to be able to start training Russian actors and then help them to work in Hollywood? Мне на самом деле понравилось тоже эти вопросы, то, что мне задавали один и тот же вопрос разные люди, и так как мое прошлое достаточно сильно связано с кино, я, естественно, общался с режиссерами, с продюсерами, со всеми, кто имеет какое-либо отношение к кинобизнесу. И я начал спрашивать, как я могу помочь своим друзьям, российским актерам. И в итоге мне подсказали, что лучший способ помочь им — это подготовить их для работы в кино
и на телевидении за рубежом, в частности в Голливуде. Как также помочь им избавляться от русского акцента, когда они говорят по-английски. В принципе, именно вот это и должно дать им возможность сниматься в кино. Вот, в принципе, таким родом и так и появилась так и родилась эта идея. Это идея Академии, да? Вот очень интересные детали я сейчас от вас слышу. Действительно, Боб, мы редко достаточно видим русских актеров, российских актеров, как правильно, наверное, было бы сказать. В Голливуде режиссеры, продюсеры не охотно их приглашают. И я так понимаю, что основная проблема — это акцент. Definitely. I mean, this is without a doubt. So many Russian actors, and producers and Russian people talk to me feeling that Hollywood is prejudiced against Russian actors, and that's why we use Bulgarian or American or Canadian actors to play Russian roles. But it's not at all that there's any prejudice towards Russian actors. It's just the American ear has a real difficulty understanding the Russian accent. So even when most Russian actors are speaking in English on tape and on film, that accent is very difficult for so many Americans to understand, that this is why Hollywood substitutes Russian actors with American and Bulgarian and others that don't have such a strong accent but can fake a Russian accent when they're filming. Да, вы правы. Акцент — это самая большая, наверное, проблема. К сожалению, российские актеры и даже продюсеры порой считают, что к ним относятся, к российским актерам относятся предвзято в Голливуде. И вот по этой причине используют болгар или канадцев, которые играют русских в голливудских фильмах. Поверьте, в этом никакой предвзятости нет абсолютно. Просто для американского уха очень трудно воспринимается русский акцент, точнее, русский человек, когда говорит на английском языке, этот акцент очень трудно воспринимается. И в особенности на пленке его тяжело понять. Вот именно поэтому прибегают к помощи тех же болгар, либо канадцев. Которые... Канадцы ближе к Америке. Я предположу, что, наверное, эта проблема решается. А болгары, неужели они лучше по-английски? Ну, именно с меньшим акцентом говорят по-английски. Yes, Bulgarians. I mean, one of the biggest producers in Hollywood is Avi Lerner, a company called New Image. Been doing all the Expendable movies with Sylvester Stallone and so many Robert De Niro movies now and Pacino. And he has a studio in Bulgaria and is using Bulgarian actors to play so many roles because he can find so many who are speaking so clearly that they can play Russians and their English-Russian accent be easily understood. На самом деле, тот же Ави Лернер, если взять, у него даже студия есть в Болгарии. Это известный продюсер, он снимал «Все неудержимые», я думаю, вы знаете этот фильм. Работает с Аль Пачино, с Робертом Де Ниро, компания New Image. Он открыл студию в Болгарии по той простой причине, что он может постоянно использовать местных жителей в съемках своих фильмов. And, I'm not saying that all Bulgarians maybe speak better English than Russians. I don't know if a lot of the actors he's using have maybe studied accent reduction, these Bulgarian actors. I mean, I don't know the reason, but I know that Avi's told me he gets much clearer English from them than when he's tried to use Russian actors in his films. Я не настаиваю на том, что болгары лучше говорят на английском языке или что у них лучший акцент, но, возможно, актеры, которых он задействует, проходили такие курсы по избавлению акцента. Такое возможно. Но Ави сказал, что с ними намного проще работать. Понятно. And one of the things we've started now in our acting academy is we have American teachers teaching English classes and teaching accent reduction. So one of the hopes is while we're training these Russian actors now and preparing them, first to work the best they can in Russian film and television, but the ones that speak English and want to make the transition to Hollywood, we're helping them with studying English and accent correction from American teachers
to be able to make that transition? Мы, в принципе, то же самое решили сделать и в нашей академии. Мы запустили школу английского языка, в которой работают педагоги только носители языка, в частности, американцы и канадцы. И наша основная надежда — избавлять наших студентов от акцента. То есть не только научить, но и также избавлять их от акцента. Многие и не очень хорошо, наверное, разговаривают, приходят, когда, да, A lot of them по-английски. probably don't speak very good English when they come as well. Right. Most of them. And Большинство из них не говорят. and what's really interesting, just in the last few weeks, is now we're going to start doing classes for children, acting classes for children. And just on my Facebook, I have been contacted in the last week by an 11-year-old actress and an 8-year-old who both, the girl and boy, are both acting in Russian films and able to write to me in English on Facebook. And I spoke to recently actor Dolph Lundgren, my good friend who I brought to Russia 14 times, telling him this. And he said, if we can start training Russian actors at 8, 10, 12 years old and working with them on English and accent correction, Dolph, who was in the movie Universal Soldiers, said we could create, universal actors because we can train these kids not to have this accent and have them be able to work internationally in any film. Я просто хочу рассказать одну историю. Мы в ближайшее время открываем еще и школу юного актера, то есть для детей. И совсем недавно в Фейсбуке мне написали два юных актера, 8 и 11-летние дети, которые умудрились написать мне на английском языке. Это было очень мило, но в то же время интересно и приятно. Я общался с Дольфом Лундгреном, с которым я дружу уже много лет и привозил в Россию 14 раз. Дольф сказал, что если мы начнем работать именно вот с такими детьми, уже в этом возрасте, то мы создадим, по сути, универсальных солдат, то есть универсальных актеров. Да, из уст Дольфа Лундгрена это убедительно звучит. Огромное спасибо, Боб. Еще раз прерываемся, слушаем рубрику «Вне времени» на Столице ФМ и потом вернемся в студию. Бизнес-класс на Столице ФМ. Итак, продолжим эфир, уважаемые слушатели. С удовольствием в очередной раз сообщаю, сегодня у меня в гостях известный голливудский продюсер, президент Академии актерского мастерства Doors to Голливуд Боб Ван Ронкель. И мы пытаемся с ним сейчас нащупать вот эти точки соприкосновения, где творчество переходит в бизнес или бизнес выливается в творчество. У Боба, мне кажется, это получилось. Ну, по крайней мере, то, что он рассказывает, свидетельствует именно об этом обстоятельстве. Да? Вот здесь есть творчество, а здесь есть бизнес, и они не разделяются, а, на мой взгляд, как раз очень тесно переплетаются. Ну, в частности, в его примере. Давайте вернемся к разговору об Академии. Мне очень интересно, вы вспомнили Дольфа Лундгрена, тем более, кто есть ваши слушатели, да, учащиеся вашей Академии, кто есть преподаватели этой Академии, и вообще вот это многообразие дисциплин, ну, помимо английского языка или избавления от акцента, наверняка предполагает, ну, такую, я бы сказал, многогранную подготовку, да, многогранную подготовку. We have a number of different levels. I mean, we have a beginner's level, an intermediate level, and an advanced, each of which are 4 months, and the students come twice a week. So it's approximately 32 classes. And in the beginning level, we've got some of the best teachers from Shuken University who most people can never study with in that university, because from what I've been told, 1 out of every 800 students that applies to study with one of our teachers, Radion, only 1 out of 800 is accepted to study with him. And yet he's teaching our classes for beginners with Elena Laskova, who's also an incredible voice coach and teacher. So we have a number of great teachers from that university, and Igor Maslov, who's incredible teaching on camera, acting, movement. Those are most of our beginning teachers. У нас на самом деле несколько уровней. Это базовый, средний и продвинутый. Всего 4 дисциплины. Это актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение и блок с таким длинным названием «Работа на камеру» и «Секреты успешного прохождения кастингов». На базовом уровне у нас в основном работают педагоги из Щукинского училища.
В частности, это Елена Ласкова, которая преподает сценическую речь, это Родион Овчинников, кто преподает актерское мастерство, Игорь Маслов работает в блоке «Работа на камеру». И нам это очень приятно на самом деле, так как вот основной педагогический состав у нас щукинский, и мы знаем, что к этим ребятам пытаются поступить в среднем 800 человек на одно место каждый год. Поэтому мы действительно очень гордимся ими. Then in the intermediate level, one of our main teachers is an actor named Ned Bellamy, who's been in over 100 films, and every month he's doing a new Hollywood film or television series. He just finished Jackie Chan's last film in Shanghai 1 month ago with actor John Cusack. He has what's called the Actors Gang in Hollywood, that for 35 years he's been teaching students and great actors like Jack Black, John Cusack, Tim Robbins he's been working with, and many others. So he will be coming with many of his teachers from Hollywood to be teaching our intermediate and advanced level. Средний уровень у нас в основном преподается Недом Беллами, который в ближайшее время должен будет к нам приехать. Снимался больше, чем в 100 фильмах. Вот последние его съемки происходили совсем недавно в Китае с Джеки Чаном. В Америке же он работает долгое время в партнерстве с Джоном Кьюзаком и Тимом Робинсом. Это у них такая школа, актерская банда называется, The Actors Gang, которые выпустили таких великолепных актеров, которых мы знаем, и Хелен Хант, и Джек Блэк. И вот он в ближайшее время приезжает в Россию. And because I'm bringing so many actors from my company Doors to Hollywood, I'm bringing actors because now I'm starting to produce television series and more films in Russia, because I want to be able to support the students that we're training. And if I'm doing my own production in Russia, I'll be able to start using a lot of our students in my own productions. We just finished shooting a series, Belagami Case for Russia 2, which I just brought Mark Dacascos, actor Mark Dacascos, to star in. And then these actors will come and do master classes for our students at the Academy. Mark Dacascos did a master class last week for our students. Вы знаете, что я привожу много известных людей для своего основного занятия Doors to Hollywood. И сейчас я уже начал работать над несколькими проектами телевизионными. В частности, выступил в качестве сопродюсера «Дело Батагами». В ближайшее время будет выходить сериал. Там также снимался Марк Дакаскос, который, кстати, совсем недавно тоже проводил мастер-класс у нас в Академии. И мы планируем такие вещи, таких актеров использовать для проведения мастер-классов постоянно. Но главное, к чему я подвожу, это то, что я смогу использовать наших студентов Академии в наших текущих проектах, в частности, телевизионных. And over the next number of months, I've been told that Dolph Lundgren wants to come in November. John Cusack will come back soon. Owen Wilson, and I'll be bringing for another television series next year, Christian Slater. So all of them will then come to the school while they're here doing films, television, and events, but they'll do master classes for our students, and a lot of the advanced actors who are friends of ours, they'll train and do master classes for. Я недавно разговаривал с Дольфом Лундгреном, он также планирует приехать в ноябре. После этого Джон Кьюзак собирается в Москву, Оуэн Уилсон, Кристиан Слейтер. Естественно, у них будут основные проекты, ради которых они сюда приезжают. Но так как наше сотрудничество так или иначе будет пересекаться в Москве постоянно, и мы еще дружим долгие годы, естественно, все эти ребята проведут мастер-классы в нашей академии. So we're really trying to give the Russian actors, beginners and advanced, the best possible training in film and television, and also bring a lot of Hollywood stars to work with them, train with them, and become friends with them, just to bring the two cultures together. Да, и, естественно, мы пытаемся дать самое лучшее, все, что возможно для наших студентов, проводя вот эти тренинги. Сам факт присутствия таких мировых звезд, понимаете, насколько это важно, безусловно, для этих студентов. You know, I just want to say one last thing is I want you to know, I mean, Russia, I believe, and everyone believes, Russia has the best schools, the best teachers, the best actors in theater of anywhere. And I have all the respect for all the teachers and schools teaching theater.
we believed that there was a market for teaching actors to work in film and television, especially Hollywood style. And that's why we opened the Academy, to work in that area, not in any way to interfere with the great theatrical teaching that's going on here, but to kind of fill a little different market than we believe was being filled at the time we opened the Academy. Я еще хочу добавить одну вещь. Я свято верю в то, что в России самые лучшие актеры и самые лучшие педагоги. Я испытываю огромное уважение к российским актерам и педагогам. Но мы посчитали, что вот именно вот эта ниша, она открыта, и поэтому мы ее и заняли. Рынок перевода, скажем так, лучших театральных актеров в кино или телевидение — это нечто, что до этого не делалось. Абсолютно согласен. И на самом деле хотел сказать, что буквально с языка сняли вы у меня, Боб, вопрос. Именно об этом я и хотел сказать. И если позволите, так немножко я грудь разверну и скажу следующую фразу. Россия исторически славится актерской школой. Ну, вспомнит наверняка каждый, даже не относящий себя, да, к знатокам театральным или киношным, обязательно вспомнит фамилию Станиславского, обязательно, да, классическое «Не верю» или система Станиславского. Именно поэтому, мне кажется, все-таки, да, есть определенная специфика. Вот вы говорили о своей программе, актерское мастерство, сцен-речь, сцен-движение, этому обучают в любой театральной школе. Но есть что-то, что мастер, актер с большой буквы, тем не менее, не обладает. Чем он не обладает? Может быть, это вот та самая работа на камеру, уж об акценте мы не будем говорить. Yes, definitely. And we're bringing actor Ned Bellamy, our head teacher who created this whole program, who I was telling you about. And I would love to invite you to come even and watch one of the master classes he'll be teaching in the next 2 or 3 weeks, because everyone that we've had study with him last December when he first came to train our teachers, Pavel Deravienko, Katya Spitza, Dennis Saylor, I mean, many, all of them came to me and said what Ned showed them in 4 days for film and television was incredible. And even Pavel Deravienko, who I hardly knew at that time, came up to me and said, Bob, you know, I feel so different. I mean, this is the first time ever I've had a teacher tell me what a great job I was doing working in front of the camera when I'm so used to being told what I'm doing wrong. So this was so touching, and I just think Ned's style of training, which is just so different, American realism, he calls it, which is taking a person like yourself and bringing the character out of you more than making you be a certain character. And everyone that studied with him, and many want to come and study with him, Igor Djijikin and many others now are going to come in 2 weeks. But it's just a whole different feeling and way of studying from someone who's working every day in film and television in Hollywood. Да, я абсолютно с вами согласен. Что касается вот Неда Беллами, который, в принципе, и создал вот эту программу «Американский реализм», по которой мы работаем. Я, кстати, с удовольствием вас приглашу, когда он будет проводить мастер-класс. Огромное спасибо, я с удовольствием приду. И все, кто там присутствовал, ну, имена, которые могут вам быть знакомы, не знаю, Катерина Шпица, Павел Деревянко, Денис Матросов, там, Вадим Цалати, все говорили, что это просто нечто. Павел Деревянко, к примеру, с которым на тот момент я только познакомился, сейчас мы дружим. Он говорил, что это, наверное, первый раз в жизни, когда его просто-напросто хвалили за то, что он делал на съемочной площадке. И это приятно. Просто сам вот этот стиль, разработанный Недом Беллами, точнее, вот эта программа «Американский реализм», она означает нахождение персонажа в самом себе и некий вынос его наружу, нежели навязывание тебе со стороны того метода, как хочет тебя видеть режиссер. То есть. И также там и Игорь Жижикин будет у нас учиться, чтобы вы знали. Боб, прошу прощения, вновь время, мы прерываемся, слушаем новости. Новости пройдут быстро, потом вернемся в студию.
Бизнес-класс на Столице FM. Ну что ж, друзья, время неумолимо. К сожалению, последняя часть нашего эфира всего лишь осталась. Так о многом хочется еще поговорить с моим сегодняшним гостем. Напомню, в студии бизнес-класса сегодня Боб Ван Ронкель, известный голливудский продюсер, президент Академии актерского мастерства Doors to Hollywood. И говорим мы на тему взаимосвязи творчества и бизнеса. Ну, как-то мягко мы подошли к теме бизнеса. И, наверное, вот мой следующий вопрос. Касаемо того, что иностранцу, я надеюсь, никого не обижу сейчас этим названием, сейчас еще называют иностранца, который работает в России, экспатом называют. Вот так. Ну, тоже не обидно, я надеюсь. Конечно. Речь о чем? Иностранцу, который приезжает в Россию и пытается, да, здесь, так сказать, нащупать какие-то основы, бизнес-основы или творческие основы, бывает очень часто найти точки соприкосновения с русским человеком, со своим коллегой даже, может быть, да, с человеком, который понимает его на уровне мозга, но не чувствует его на уровне сердца, если хотите, извините уже за высокопарный. Мы же говорим об актерах, а актеры — это прежде всего очень тонкий инструмент, который, да, прежде чем подумать, наверное, почувствует. Вот эта вот ментальная особенность российская, она доставляет проблем в бизнесе, ну уж не говорю про остальные коммуникации. Does that help you in any way, or does that actually stop you from moving? I think it's helped me. First of all, because I've been here so long in Russia, and since I brought Jack Nicholson, Kevin Costner, Antonio Banderas, I've been with Angelina Jolie, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, so many for so long, 10 years in Russia, that many of the Russian actors have known me or know me from seeing me bring all these people and be with them. So I've made so many friendships with so many Russian actors, directors, producers, cameramen, that I think I've gained their trust well before I ever got into the acting academy business. Мне на самом деле это очень помогло, потому что я уже давно живу в России, и вы знаете, я привез сюда и Джека Николсона, и Анджелину Джоли, и Стивена Сигала, Жан-Клода Ван Дамма, Джима Керри. Поэтому благодаря вот именно этому я познакомился и подружился. Я не побоюсь этого слова, я именно подружился с большим количеством режиссеров, продюсеров, даже видеооператоров, понимаете, которые стали моими друзьями и поверили в меня задолго до того, как я решил открыть Академию актерского мастерства. I've done so much business in Russia in the 10 years, and bringing actors for the Russian president, for the president's family in Kazakhstan, in other places, that I think I've just gained a lot of trust. And through that trust, people know me now, and I just have such a great bond with all the Russian actors, with everyone I work with, that everybody's always open for my ideas, to help me with the things I want to create, to support the things I want to do. And good friends like Alexander Reva is studying with us now in the beginner's level and loving it. Kostya Tsu is a champion boxer, undisputed, is now studying acting with us because they want to be able to become better, move on with their careers, do other things. And every week, more and more people are starting to come to the academy because they see what we say we do, and everyone's hearing how great the training is and how serious I am and everyone else about really working to make them the best, because that's my goal. This is my pet project, and it's important to me to do a great job for all my Russian friends and all the new Russian friends I'm meeting through this acting academy. Я уже много лет занимаюсь этим бизнесом, и вы знаете, я привозил известных личностей и для президента России, и для президента Казахстана. Я долгие годы заслуживал своего того доверия, добивался, которому я сейчас владею. И я по сей день дружу со многими этими людьми. И все, слава богу, открыты и поддерживают во всех моих начинаниях. Тот же Александр Рева и Костя Дзю, которые уже состоявшиеся известные личности.
Но даже они, скажем так, вручили свою карьеру, доверили ее мне, доверили ее нам, точнее, Академии, потому что они пришли к нам учиться. И много кто сейчас, даже из известных людей, приходит для того, чтобы учиться, просто потому что они знают, что то, что мы говорим, то, что мы обещаем, мы делаем. Мы попросту отвечаем за свои слова. Я горжусь этим проектом, и я долго к нему шел, поэтому я сделаю все, что от меня зависит, просто-напросто, чтобы никого не обидеть и помочь всем. Здорово. Боб, мы говорили сегодня, вы упомянули о неких телевизионных проектах. Да, мы разговариваем о возможности участвовать нашим актерам в голливудских кинофильмах. Ну, театральная часть как-то немножко из нашего разговора выпала, но предполагается, что наверняка театральные подмостки тоже могут рассматриваться, и в том числе и за рубежом, правильно? Вы как специалист, скажите мне, пожалуйста, существует ли некая специфика обучения актерскому мастерству, да, человека, который рассчитывает, сниматься в телепроекте, быть кинозвездой, или так сказать, выступать в театре? There's a big difference in that training, and that is training that definitely is a lot more difficult. It takes a lot longer to study and learn how to be a theater actor, and being a theater actor is the basics start for then becoming a television and film actor. But what we're trying to do is target that market of students who possibly have studied theater and now really want to be seen by many more people by working in film and television, or people who have never studied in the theater, aren't sure they want to give 4 years of their life now to study, and can come and study with us for 4 months to really see if this is something they want to do, and can spend 1 year with us if that's what they want to do, and really interested in working in film and television. As I mentioned, Russia has the best theater teachers and schools there are. Russia doesn't need me to try to teach, Russians how to work in theater. So I'm trying to strictly help Russians in the area I know best and my friends know best, which is film and television, and that's the only area I'm trying to develop actors in. На самом деле разница большая есть, хотя основа у них одна, театральная. И все студенты, которые, скажем, со временем желают двигаться дальше, после того, как они прошли актерское училище и закончили вуз государственный, они решают перейти в кино и пройти такие курсы, как у нас. Возможно, развитие событий в таком ключе, где люди не совсем уверены в том, чего они в действительности хотят, и не уверены, что готовы отдать 4 года театральному училищу. Здесь в данном случае они также приходят к нам просто за 4 месяца базового курса. Они понимают, их ли это, нужно ли им это, или им нужно двигаться в каком-то другом направлении. Я хочу повториться, что в России лучшие педагоги и лучшие актеры театра. Такие, как я, в России просто-напросто не нужны для того, чтобы готовить очередных театральных актеров. Мы здесь для того, чтобы готовить базу студентов из театра для работы в кино и на телевидении. And I don't know a Hollywood actor that didn't study theater who isn't, a great theater actor. Val Kilmer, Billy Zane, Pacino, De Niro, all of them are incredible theater actors. So I'll be the first to say how important it is to study theater and have a theater background. But there are a lot of people that haven't studied, that believe they want to act now, that want to be famous, that want to be seen by a lot of people. We're giving people that chance to learn how to work in film and television and quickly decide if this is for them and how good they want to be in film and television. They can always then go back and study theater if they know they love this and this is what they want their profession to be the rest of their life. I would advise them to go and study theater after they know this is what they want to do, to work in film and television and theater.
Вы поймите, я никого не знал из прекрасных актеров в Голливуде, который не имеет какого-то театрального опыта. Возьмите Аль Пачино, возьмите Роберта Де Ниро, Вэлла Килмера, Билли Зейна. Я первый, наверное, буду в ряду, который скажет, что надо обязательно театральный опыт, он великолепен, он нужен. Но многие актеры, большинство из них в итоге хотят быть узнаваемыми личностями. Именно эту возможность и мы и даем. Понимаете? Плюс при помощи такой академии, как наша, есть шанс просто-напросто разобраться в себе, понять, что вам нужно, и двигаться дальше. And you mentioned how important theater is. One of my dreams for next year is Ned Bellamy's Actors Gang is a theater group. Even though they're teaching for film and television, it's a theater group. I would love to bring that theater group to Moscow to work with another great theater group if I could find the people that want to do this and have the two cultures working together, creating a great play, some great theater work that could be performed with Hollywood actors and Russian actors working in theater together. Театр очень важен. Одна из моих мечт на ближайшее время — это привести театральную группу Неда Беллами, потому что вот актерская банда The Actors Gang на самом деле хоть и обучает актерскому мастерству и для кино и в кино и телевидении, в первую очередь является театральной группой. Понимаете? И моя мечта — это привести в следующем году Неда вместе с актерской бандой и совместить вот эти две великолепные культуры, чтобы они поработали вместе именно здесь. Это было бы здорово. That would be great. Последний вопрос, буквально несколько секунд. Вы, Боб, организовывали джазовый фестиваль. Любите джаз? You actually created the jazz festival. You were one of the organizers. Do you like jazz? I do like jazz. I knew very little about it when I produced the three festivals. The producer, Michael Friedland, originally contacted me because he was having problems with the budget, needed my help. I brought additional sponsors and in turn became one of the, made suggestions to help make it a bigger festival and produced it 3 years in a row. So, yes, I do like jazz. I don't know a lot about it. I'm not a musician, but I'm a producer and ready to produce and work on any deals that are interesting, exciting, can be creative, and people will enjoy. Да, я люблю джаз, но я на самом деле не так много знал про джаз, когда я только начал работать над фестивалем в качестве сопродюсера, просто по той простой причине, что я смог принести инвестиции в данный проект. И после этого, естественно, 3 года подряд у нас все очень успешно получалось. Мы проводили этот фестиваль. А так мне, по сути, интересно все, что касается того, что приносит деньги, естественно, и то, что дарит, то, что касается творчества. Совершенно Спасибо верно. вам за это. Именно об этом мы сегодня и говорили. Боб, спасибо вам огромное. Время, к сожалению, закончилось. Уважаемые слушатели, напомню, сегодня у меня в гостях Боб Ван Ронкель, известный голливудский продюсер, президент Академии актерского мастерства Doors to Hollywood. Боб, я благодарю вас и желаю успеха вашему замечательному проекту, ну и творчество с бизнесом, как мы сделали вывод, все-таки совместно. Спасибо огромное. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.